Доброе время суток всем, кто заглянул на мой канал. Этот влог мы начнем с 1 апреля. Даже не с 1 апреля, а с вечера 31 марта. Так что заваривайте себе чаек, и мы уютненько проведем это время вместе. За окном уже поздний вечер, а я готовлю медовик сыну ко дню рождения. Он у меня родился 1 апреля, в день шуток. Такая прикольная дата. Коржи я уже испекла. Я когда пеку коржи, сразу прикладываю тарелку нужного мне диаметра и вырезаю, чтобы все коржи получились ровненькие. А остатки измельчаю и посыпаю сверху. Но я думаю, все его так готовят. Затем варю крем. Моя мама готовит его со взбитыми сливками. Тоже вкусно, но нам больше нравится с кремом. Моему рецепту уже много лет. Девчонки, если вам не трудно, напишите ваш проверенный рецепт медовика. Может, ваш рецепт будет немного проще, у меня сын обожает медовик. Только после того, как крем остыл, я смазываю все коржи. Однажды я смазывала горячим кремом, у меня поплыл весь торт и получился кривой. Так что не повторяйте моих ошибок. Времени совсем не было, но хоть уже поздний вечер, я решила все равно испечь ему торт и порадовать его. Тем более, что он на работе повредил лодыжку и сейчас на больничном дома. Вот в таком состоянии. Месяц точно будет на больничном, если не больше. Боже, девчонки, даже не верится, что моему сыну уже исполняется 27 лет. Мы когда с ним приехали в Италию, ему было всего 2 годика. Как быстро пролетело время. Можно сказать, что мы начали нашу жизнь с нуля, с чистого листа. Он, конечно, был маленький и не ощутил изменений, а вот мне было трудно начинать жизнь по новой. Мне было 22 года, и уже с неудачным браком за плечами я решила уеду за границу в поисках лучшей жизни. И для себя, и, конечно же, для сына. Думала, подыму его на ноги в лучших условиях, в стране, где богатая культура, развитая медицина и, самое главное, с лучшими перспективами на будущее. И все это так и было, но одно дело мечтать и вырисовывать эту красивую картинку у себя в голове, а другое прийти к этому результату постепенно, шаг за шагом, со всеми трудностями, которые нужно преодолеть. А тем более, когда ты знаешь, что ответственность за сына лежит на твоих плечах, и у тебя нет второй половинки, мужского плеча, на которое бы ты могла положиться. Мама и сестра уже находились в Италии, но они работали и день, и ночь с пожилыми людьми, и мы практически виделись только на выходные. Снимали старенькую квартиру, чтобы платить как можно меньше. У всех на тот момент была трудная ситуация. Я понимала, что мне нужно выучить язык, найти работу и определить ребенка в садик. Первые 3 месяца я почти не выходила из дома. Сама со словарем учила итальянский язык и, слушая телевизор, старалась вникнуть в произношение слов. И несмотря на то, что я родом из Молдавии и многие слова похожие, это было не так уж и легко. Денег совсем не было, а жизнь за границей дорогая, поэтому уже через 3 месяца, говоря немного на итальянском, я нашла работу, сначала только 2 часа в день. В общем, представьте, без денег, не зная языка, в чужой стране и еще с маленьким ребенком. Пришлось закатать рукава и хорошо попахать, прежде чем встать твердо на ноги. Сначала я пожалела, что уехала за границу. Язык, работа, постоянный сбор документов для продления пермесо ди соджорно, нехватка денег, экономия во всем. Да и само чувство, что ты должна адаптироваться к новой жизни в чужой стране, к людям с другим менталитетом, это было сильным стрессом для меня. Сейчас уже я сына подняла на ноги, нашла свою вторую половинку, вышла замуж, получила гражданство и веду другой образ жизни. Но не забываю, откуда я и через какие трудности я прошла, и даже где-то глубоко в душе горжусь немного собой. Пока я тут вам рассказывала, и готов мой тортик. Посмотрите, какой красивый получился. И за ночь хорошо пропитался. 1 апреля отпраздновали день рождения Вадима, а на выходные поехали к моей сестре за город. 7 апреля было день рождения ее мужа. И, как всегда, самый лучший вариант – это шашлычки на природе. А я не успеваю к ней приехать, и меня сразу тянет поснимать всю эту красоту. 1-я неделя апреля, а у нее здесь как в ботаническом саду. Знаю, что в эти дни в Москве выпало много снега, родственники присылали фотки, и в Приднестровье шел снег.
Посмотрите, какого красивого цвета эти тюльпаны. Темно-фиолетового цвета, очень красивые. А гиацинты какая прелесть, она посадила разных цветов. Правда, вчера прошел сильный дождь, и они немного забрызганы землей, но все равно посмотрите, какая красота. Слышите, идет ко мне моя подружка. Кто тут пришел ко мне? Ты снова будешь помогать мне снимать, а? Еще вот такие яркие у нее есть. И белые какие нежные. А пойдемте, я вам покажу еще, какие у нее тюльпаны есть. Смотрите, какие красивые, какие краски. Но как они могут кому-то не нравиться? И еще такие красно-белые. И еще вот такие необычные кудрявые тюльпаны. Бьянка снова ко мне идет. А каллы у нее вообще супер. Смотрите, какие огромные. Чего у нее только нет. Еще мне очень нравится этот куст эвкалипта. А этот кустик какой красивый. Я не знаю, как он называется. У него круглый год вот такие бордовые листочки. И суккуленты у нее есть разные. Этот вид суккулента достигает огромных размеров, в человеческий рост и даже выше. В Италии они растут во многих местах. А алоэ у нее какие разных видов. И смотрите, я вам покажу, они скоро будут цвести. Эти пятнистые мне очень нравятся, они тоже скоро будут цвести. И даже пальма растет возле дома. А эти белые камелии, какая прелесть! Мы как будто побывали с вами в ботаническом саду. И каждый раз я к ней приезжаю, и у нее уже цветут другие цветы, уже другой вид, и уже все по-другому. Я тут гуляю, и уже чувствуется запах жареного мяска. Пойдемте посмотрим, как всегда мама у нас главный повар. Как вкусно! Еще немного, и будет готово. А запах какой! С тех пор, как она купила дом, мы чаще устраиваем такие пикники на природе. И если вы думаете, что это все, вы ошибаетесь. У нас еще есть мяско в запасе. Наедимся от души. Пока мама жарит шашлычки, я немного понежусь с животными. Посмотрите на Бьянку. Устроилась удобно в корзинке на улице и балдеет. Ты чего кусаешься? Ариэль как сладко спит, смотрите. Но давай я и тебя поглажу немного. Ой, как хорошо, как приятно, правда? Мы уже плотненько поели, и пока все еще за столом пьют чай, я сбежала прогуляться по участку. И у нее есть где прогуляться, у нее полгектара земли. Покажу вам местечко в конце участка, которое я люблю. Там так красиво, такой вид. Я люблю там посидеть, понаблюдать, помечтать. Смотрите, какой огромный кактус опунция. Мы уже осенью собирали плоды. А это кустики артишоков. Кто еще не знаком с этим овощем? Как-нибудь я вам покажу эти плоды и как итальянцы их готовят. Это очень полезный овощ. Так люблю бывать на природе. Все эти звуки, пение птиц, хруст листочков под ногами. Чувствую себя просто расслабленной и свободной. А эти деревья, которые вы видите, это лесные орешки. Смотрите уже, какие абрикоски на дереве. Вот мы и в конце участка, и вот этот огромный камень, на котором я люблю сидеть и наслаждаться видом.
Рядом растет огромное дерево, и несмотря на то, что оно еще не покрыто листвой, оно все равно красиво по-своему. Красиво в любое время года, даже без листвы. Смотрите, как эти лучики солнышка проникают сквозь ветви дерева. И вот этот красивый вид, о котором я вам говорила. Красиво, правда? Обожаю это дерево, а рядом растет деревце лаврового листа. Кто не видел, как цветет дерево лаврового листа? Поднялся ветер, и мне не удается сфокусировать камеру. Смотрите, какие красивые цветочки. Мы вообще не покупаем лавровый лист, собираем и сушим. Он в Италии растет во многих местах. И у нас уже утро следующего дня. Смотрите, какую красоту я принесла домой. А сейчас угадайте, чем я займусь? Скажу вам по секрету, я пойду позагораю. Я уже себе постелила в зале на солнышке под пальмой и лягу и буду загорать. Не хватает только морского воздуха, но я сейчас себе на телефоне найду шум волн и представлю, что я на море. Во, так уже лучше. А, девчонки, какой кайф. Лежу себе на солнышке под пальмой, пение птиц и еще и шум волн. Что может быть лучше? Я даже не ожидала, что солнышко уже будет так греть. Так классно. А сейчас давайте перенесемся в середину апреля, и я вам покажу, какие вкусности продают к Пасхе в Италии. Я столько интересного материала вам сняла и по ошибке стерла. Ну ладно, ничего страшного. Покажу, что осталось, и то, что мы купили. Основные пасхальные десерты – это вот такие коломбы, и они бывают разных видов и вкусов. Шоколадные яйца. И еще можно найти вот такие шоколадные курочки с шоколадными яйцами. Сейчас дома я вам покажу все поближе. Но прежде чем все показать, смотрите, какие у меня тут красивые дикие цветы. В этот период в Италии они растут на каждом шагу. Я себе собрала букетик, красивые, правда? А этот пакет мне подарили к Пасхе, потом мы туда заглянем. Купили шоколадное яйцо, по традиции хотя бы одно яйцо на Пасху должно быть дома. Мы выбрали из горького шоколада и с целыми лесными орешками. Потом откроем его и посмотрим. В любом яйце, какое бы вы ни купили, должен быть сюрприз. Посмотрим, что нам попалось. А эту пасочку в виде яйца мы купили на подарок. В Италии к Пасхе часто обмениваются различными пасхальными десертами. А еще полки в магазинах завалены вот такими маленькими шоколадными яйцами на любой вкус и цвет. Еще покажу вам эту бутылочку шампанского, которую нам подарили. И пойдем открывать наш подарочек. Ну и что тут у нас в пакете? Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Я думаю, уже все догадались. Ну, конечно же, пасхальная коломба. Написано, что это коломба из римской пекарни. Так интересно, сейчас откроем и посмотрим, какую вкуснятину пекут в Риме. Даже упаковали в тряпочный мешочек. Вот такая, весом на 1 килограмм, покрытая шоколадной глазурью и украшена кусочками белого шоколада. И внутри с фисташковым кремом. Давайте сразу разрежем и попробуем. Выглядит очень даже аппетитно. Я уже кусочек попробовала, очень вкусно. А теперь давайте откроем шоколадное яйцо и посмотрим, какой сюрприз мы там найдем.
Такое яйцо на 350 грамм стоило 8 евро. Видите, какое крупненькое? А есть разные и на килограмм, и на 2 килограмма. Ну, конечно, стоят они намного дороже. И смотрите, где я нашла сюрприз. Обычно сюрприз находится внутри яйца, а тут они положили в стаканчик снизу. И что тут нам попалось? Вот такой милый браслетик. Вот такой пасхальный сюрприз нам попался. Я не думаю, что внутри есть еще какой-нибудь сюрприз. Еще нам подарили вот такое мягкое миндальное печенье. Я такое еще не пробовала. Сейчас открою его вместе с вами. Так прикольно, что каждое печенье упаковано отдельно. Сейчас попробую. Я вообще-то не очень-то и сладкоежка, но люблю пробовать что-то новенькое. Ничего, вкусненькое. Сейчас в эту же вазочку высыплю и эти шоколадные яйца. Видите, какие они маленькие? Эти голубые из молочного шоколада и с кремовой молочной начинкой, а эти из горького шоколада с начинкой из лесных орехов. Еще нам подарили вот такой горький шоколад со вкусом горького перца. Сейчас тоже открою и попробую кусочек. Действительно ощущается пикантный вкус. Девчонки, я же забыла показать вам, из какого шоколада крупное яйцо. Смотрите, внутри с целыми орешками. Обожаю шоколад в сочетании с орешками. Но я, конечно, выбирала его для себя. Как я могла не выбрать именно такое? А вот в вербное воскресенье в Италии проходят службы и шествия, и святят оливковые веточки. Так что пока я приберегу эту священную веточку. Пусть приносит нам удачу. А теперь пойдемте со мной к моей маме в гости. Я вам покажу что-то очень милое и интересное. Посмотрите, какой тут у нас сюрприз к Пасхе. Кто тут у нас родился? Малыши, не клюй, это искусственный цветочек. Смотрите, какие милые. Мама в инкубаторе вывела цыплят. Эти с голой шейкой такие смешные. Какие хорошенькие. О, вот еще один. Вот такой черненький, красивый. Эй! Кто клюет меня? Кто тут у нас родился? Оп! А ты куда собрался прыгать? Ой! Какой красивый! Да, это самый первый, да? Ой, какой красивый! Разноцветный. Ой, еще один выпрыгнул. Только родились, уже прыгают. Что ты там клюешь? Это не травка, это коврик. О, сколько у нас тут их. Оп! Ой, какой красавчик. Ой, такой красивый, желтенький. Как раз нам подарок на Пасху. Вот этот красивый. А ну. Стой, 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 стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай покажем тебя, какой ты красивый. Такой красивый. С коричневой головкой. А ты куда бежишь? О, у тебя тоже тут пятнышко. Пятнышко на головке. Здесь тоже. Вот еще один с пятнышком.
А ну-ка, посмотри сюда. Вот он, маленький малыш. А эти посмелее уже повыпрыгивали. Ой, ой, ой. Эти с голой шейкой такие смешные. Вы что, ругаетесь, что ли? Вот в таком инкубаторе мама их вывела. И теперь ей есть за кем ухаживать. 14 малышей. У кого есть маленькие детки, покажите им. Я думаю, им будет интересно. А теперь покажу вам, какая мне пришла интересная идея к Пасхе. Наверное, кто давно меня смотрит, сразу догадаются. Я на картонке нарисовала вот такого цыпленка. Попозже объясню, зачем. И вырезала его. И воспользовалась им как трафаретом и испекла вот такой красивый пасхальный пирог. Кто меня смотрит, знают, как я люблю придумывать что-нибудь необычное и интересное. Девочки, видео, как я пекла этот пирог, уже есть на канале. Ссылочку я оставлю в описании. И еще покажу вам, какие блюда я готовила к Пасхе. Вот такой обалденный салат мимоза. Вот такие разные и шикарные канапе. Такой интересный салат из цветной капусты. Закусочный пирог со шпинатом. Вот такой необычный закусочный пирог с вялеными помидорами. И вот такой вкуснейший закусочный пирог с творожной начинкой и горошком. Кому интересно, все эти видео вы найдете на моем канале, но для удобства я оставлю ссылочки в описании. Итак, мы плавненько приближаемся ко дню Пасхи. Покажу вам, какую прелесть мне еще подарили на Пасху. Мне тут доставили вот такую цветочную композицию. Еще и написано, что для меня. Так приятно. Вот такая милота. Букетик из розы и гипсофилы. Вы знаете, что белые цветы я люблю больше всего. И сам букетик составлен в такой керамической леечке. Спасибо за такой подарок, ну а сейчас перенесемся в день Пасхи. Часто католическая Пасха не совпадает в один и тот же день с православной, но в этом году мы ее праздновали в один день. И как вы думаете, где мы ее праздновали? У моей сестры за городом. И как всегда уже разожгли огонь. Мы столько всего наготовили и еще пожарили стейки, ребрышки и купаты. И как всегда у нас мама тут главный повар. Алексей, девочка, хорошая, болит лапка. Покажи, Наташа, болит лапка. Не хочешь, чтобы я трогала, да? Хорошенькая. У нас Пиксель сильно повредила лапку, гонялась за чужими котами и сейчас хромает бедненькая. Покажи, Наташе, лапку. Покажи лапку. Болит лапка? Болит лапка, да, у девочки? Маленькая. Смотрите, уже инжир на деревьях есть. Он, правда, еще очень маленький, но уже радует то, что он есть. У нас несколько дней было холодно, и шелковицу, наверное, подморозило. Или это деревце просто сохнет. Жалко, уже были маленькие плоды на дереве. А вот яблоня вся в цвету. Посмотрите, какая красота. И айва цветет. А пойдемте, я вам покажу. Не прошло и месяца, и уже артишоки на кустах появились. Кто еще не знаком с этим овощем? И картошечка уже взошла. И лука, и чеснока, смотрите, сколько посадили. А это мангольд. Вы не представляете, сколько разной зелени едят итальянцы. И мы, конечно, многому у них научились. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, я часто показываю итальянские блюда. И клубничка у нас уже вовсю цветет. Видите, какие красивые кустики? А это наши курочки, это хобби моей мамы. Она уже на пенсии и занимается огородом и хозяйством. Она всегда мечтала иметь кусочек земли. И сейчас, когда Анжелка купила дом, каждый день туда ездит и проводит там время.
Еще покажу вам эти красивые фрезии. Цветы – это хобби моей сестры. Цветами занимается только она. Я же говорила, каждый раз я к ней приезжаю, и уже цветут новые цветы, и совсем другой вид. И розы уже цветут. И вот на фоне такой красоты мы отпраздновали праздник Пасхи в кругу семьи. И я надеюсь, что вы приятно провели время со мной, отдохнули и расслабились, и ощутили немного тепла и итальянской атмосферы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!